Всем привет. Давайте посмотрим, что изменится в твоей жизни. И в долгий ящик откладывать не будем. Сразу начнем наш расклад. Итак, единички. Тут вообще полная картина, которую трактовать не нужно. Первые две карты сигнификация, остальные читаем парно, и ты сейчас в тупике. Твои отношения с этим мужиком — это уже как выжатый лимон. Ты годами вкладываешься в эти отношения, как вот в провальный проект. И все, что ты получаешь, это пыль и трещины. Знаешь, вот эти две карты, семерка пентаклей и башня, они вместе — это вот твое упертое желание латать дыры, когда весь дом уже горит. Ты тащишь на себе вот эту рухлядь, как вот нехороший человек. А он даже не подходит к забору, чтобы помочь тебе. Ты стоишь и смотришь на свои вложения в эту плохую стройку века, и даже ты не понимаешь, что фундамент давно прогнил. Каждый день откладываешь разговор, отмазываешься перед подругами, типа все наладится. Но карты тут четко говорят, что ты уже давно не в отношениях, в развалинах ты. Ты трясешься за этот кусок какашки, как за последнее сокровище. А в реальности это уже руины, и чем дольше ты тянешь, тем сильнее потом тебя припечатает обломками. Что в твоей жизни изменится, тут тоже понятно. Готовь рюкзак, ты будешь уходить. Ты сама вытащишь вот вилку из розетки вот этих отношений. Карты — это вот как пинок под зад, чтобы, наконец, перестать топтаться на месте и начать новую главу. Ты возьмешь чемодан, купишь билет на другой конец города и забудешь его номер телефона. Ты не просто сбежишь как жертва, нет, ты осознанно выберешь себя. Карты прям кричат, ты не будешь сидеть, плакать и ждать, пока он тебя доест. Ты соберешь волю в кулак, развернешься к своим целям и шагнешь туда, где тебя не унижают. Твоя жизнь изменится, потому что ты перестанешь быть тряпкой. Ты выкинешь его из головы, найдешь съемную квартиру и начнешь строить все с нуля. Без его тупых шуток, без его фразы там «я тебе ничем не обязан». Без вот этих ночей в слезах. И уйдешь ты не потому, что тебе некуда деваться, ты уйдешь, потому что ты поняла, что это не любовь, это адаптация к пыткам. Как тебе быть, зная это все? Ну, сразу говорю, забудь про этого мудака и готовься к новому мужику. Король мечей, десятка пентаклей. Выйдешь замуж за короля мечей. Тут трактовать не нужно. Король мечей — это твой будущий мужчина. Не мужичонка с коробчонку с пивным животом и не мальчик, который боится позвонить. Тебе нужен взрослый, умный, с деньгами и с яйцами. То есть король, который не будет тратить свое время на пустые обещания. Он четко скажет «ты моя» и даст тебе ключи от своей квартиры. А не позавчерашние цветы из супермаркета по 1 копейке. Ты будешь строить с ним семью, а не выживать. И твоя задача — не смотреть на бывших и не сбиваться на дешевых альфонсов. Ты должна выкинуть вот эту вот старую одежду, да, выбросить подарки и перестать отвечать на смски егошни. Сейчас твоя работа — это ты. Только, знаешь, не оступись, не поддайся на его вот эти «прости, вернись, любимая». Встреть нового человека с открытым сердцем, но не с пустой головой.
Проверяй поступками, а не словами. И знай, что он будет рядом. Он и дом тебе построит, и не в сарай заманит. Ты это заслужила. Тут даже, знаете, первый вариант не нужно было трактовать. Все, как говорится, в масть. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки, тут тоже все в масть. Что сейчас в твоей жизни происходит, с королем Пентакли начала встречаться? Ну или знакомство завела. Ты сейчас в начале этих отношений, это 100%. И этот мужчина, он серьезный, он с деньгами, но он тебе строит не просто отношения, а целый вот фундамент из стабильности. Ты прям уже чувствуешь, как все встало на свои места. Он тебя обеспечивает, там в гости приглашает, где у тебя там своя, как говорится, полка в ванной уже есть. Но это не романтика, это как бизнес-план. Ты как будто контракт подписываешь. Ты ему борщ, он тебе гарантированно крышу над головой. И четверка жезлов, она тут не про любовь. Это ты вписалась в его систему, где он король, а ты пока королева вот в его замке. И твоя жизнь сейчас это как вот, как сказать, вот как машина дорогая. Красиво, но едет куда он скажет. И ты радуешься, что впервые за долгое время ты не платишь за квартиру. Но это не свобода, это аванс. Ты уже застряла в его мире, где решения принимаются за тебя, а ты просто киваешь и красиво чай наливаешь. И это не про плохое, ни в коем случае нет. Это про то, что ты променяла свою независимость на комфорт. И ты уже начала это понимать. Когда смотришь на его подарки и думаешь, а вот что я за них, как говорится, плачу, какую цену. Вот ты уже начала понимать. Что в твоей жизни изменится? Ну, твое золотое болото взорвется кайфом. Солнце и колесо фортуны, это, знаешь, это вот как будто тебе дали билет в бизнес-класс и сказали вот выбирай любую страну. Твоя жизнь с этим мужиком, она превратится в праздник. Он тебе предложит переехать, звать будет замуж, на край света с тобой поедет. Но загвоздка, ты не будешь готова. Понимаешь, это вот как всю жизнь грядки копать, а потом тебе дали шанс стать миллионершей, миллиардершей, я бы сказал. У тебя будет шанс выйти из его тени. Свое дело начать, карьеру, переехать в другой город. Но это будет страшно, потому что колесо фортуны врубит в тебе жесткую правду. Ты можешь все потерять, ну или все получить. И вот все, что ты построишь с этим королем, да, дом, стабильность, защиту, все это превратится в тюрьму, если ты не вылезешь из своей клетки. А будет что? Тебе предложат работу мечты, но в другом городе. А ты откажешься, потому что он не одобрит. Понимаешь? И выбор будет за тобой, но это будет лотерея. Ты либо выиграешь все, либо проиграешь то, что имеешь. Как тебе быть, зная это все? Ну, знаешь, ты сейчас в тумане. Звезда — это твое вот внутреннее знание, что ты можешь все, что тебе звезды вот эти все светят и так далее. А восьмерка мечей — это ты сама. Сама навязала себе убеждение сама, что не получится, не выйдет, и вот это все твои страхи. Ты вроде видишь выход, но ты не веришь, что у тебя все получится. И что делать? Перестань бояться. Потому что у тебя в голове, если я уйду от этого мужика, все пропадет. А правда в том, что ты уже в ловушке. Твоя задача не выбирать, а действовать.
Видишь, карты чего говорят? Ты не можешь остаться, потому что задыхаешься, но ты не уходишь, потому что боишься. Нужно с глаз снять очки розовые, повязку и делать шажки начать. Даже если ты дрожишь, как говорится. Ты должна рискнуть, потому что ты уже знаешь, если ты сейчас не сдвинешься с места, ты застрянешь в этих отношениях навсегда. Спрашивать его ты не должна. Ты должна решать сама. Ты не должна потерять деньги, его бояться. Ты должна поверить, что ты сможешь сама заработать. Не залезай в эту золотую ловушку, понимаешь? Ты не должна ждать, когда он тебе там разрешит что-то и так далее. Ты должна взять и это сделать. Твоя жизнь — это твоя ответственность. Но сейчас у вас пока начало всего, и ты этого пока не знаешь. Ну, а что поделать? Не знаешь, так не знаешь. Но потом мы с тобой через годик встретимся. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки, заиньки мои, заиньки. Первый вопрос, что сейчас в твоей жизни происходит, остальное парно читаем. А что происходит у тебя? Жопа. По-другому никак не скажешь. Сейчас ты, как сказать, на жестком... вот как называется, забыл. Слово забыл, представляешь? Как оно? Жесткий вот этот вот на себе ничего не купишь. Вот как называется-то, блин? То есть ты сейчас деньги свои контролируешь. Видишь, как он чемоданчик, говорю, сундучок обнимает. Вот это ты. Ты даже на себя сейчас тратить боишься. Ты жопишь каждую копейку, как будто деньги тебя сожрут. То есть четверка пентаклей — это про то, что ты свой вот этот чемоданчик сжимаешь так, что он уже врезается тебе вот в грудь и в ладонь. Вещи себе нормальные не покупаешь, откладываешь на еду там, а на выходные вообще не выходишь, потому что что? Долги. Ты в замкнутом круге. Работаешь как рыцарь пентаклей, методично, без выходных, но это все ради накоплений, а не ради жизни. Ты превратилась вот не в скрягу, а вот в робота, который только копит, 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 но не живет. И это не просто экономия, нет, это уже мания. Ты боишься, что если потратишь хотя бы копейку, то все рухнет. Но это ж не так. Твоя жизнь сейчас — это как вот, как сказать, вот жизнь в режиме строгого денежного контроля. Ни одной лишней траты, ни одного спонтанного похода в кино. Ты сейчас задыхаешься от своей же жадности, но ты не признаешь даже самой себе это. Что изменится в твоей жизни? Ну, знаешь, все по-другому будет. Жизнь тебе подкинет такую ситуацию, где ты будешь жонглировать деньгами. Понимаешь? Двойка пентаклей — это ты циркач, вот этот жонглер. Тебе придется вертеться, как белка в колесе. Неожиданные траты, новые возможности, но и риски с ними тоже. Ты выйдешь из своей скорлупы. И вот шут, он толкнет тебя в новый мир. Это твой прыжок в неизвестность. Понимаешь, как прыжок с парашютом без подготовки. Ты или сорвешься в путешествие, или влезешь в какой-то проект и влюбишься в авантюриста. Это будет хаотично, но зато чертовски весело. Твоя вот нынешняя финансовая тюрьма, она рухнет. И ты начнешь балансировать между вот этими накоплениями, да, деньгами и эмоциями. И будешь тратить не только на долги, но и на себя. То есть ты ощутишь вкус риска и свободы.
понимаешь? И будет у тебя такие времена, когда вот придется выбирать. Или купить новые ботинки, или заплатить за электричество. Но ты научишься выкручиваться. И эта жизнь, она будет ярче, чем твоя сейчасшняя. Есть такое слово в кураптоновском языке. Вот сейчасшняя серая рутина. Как тебе быть, зная это все? Ну, знаешь, смотреть вперед нужно. Пятерка кубков — это про то, что ты будешь вот ностальгировать по своей стабильности. Тебе захочется плакать там над копейками потерянными, жалеть от вот этом прежнем контроле. Но это тупик. Рыцарь жезлов — это твой пинок под зад. Ты должна взять инициативу в свои руки. Сейчас не время ныть, нужно действовать. Не оглядывайся на вот эти скучные годы, когда ты была живой копилкой. Выйди из этой зоны комфорта, даже если она тебе уже не нравится. Понимаешь? Ты должна вперед мчаться, как всадник на коне, не раздумывая. Ошибки будут, я тебе не говорю, что будет все как по маслу. Ошибки будут, падать будешь, но это лучше твоей вот этой спячки, которая сейчас. Трать деньги на то, что тебя радует, а не на то, что надо. Не жди, что кто-то придет, все изменит. Ты сама стать должна двигателем этих перемен. Перестань бояться, иначе так и застрянешь в этом прошлом, как в трясине. Ну, я имею в виду через годик. Да, встретимся с тобой через годик. Давайте посмотрим третий вариант. Ой, какой третий вариант? Мы уже на третьем варианте. Все. Заговорился, хотел же четвертый сделать. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и помни, что я с тобой рядом.